Всех приветствую на моем канале. В этом ролике очередной обзор моего инструмента, пополнения для моей мастерской, а именно пневматическая шлифовальная машинка и пневматический отбойный молоток небольшой, так называемый долото. Значит, начнем вот с отбойного молотка. Значит, вот он, собственно, сам отбойный молоток. Я вскрывал, заказывал через интернет, то есть уже смотрел. Вот такой вот он небольшого размера. Это ни в коем случае не реклама, просто вот такой фирмы я заказал. Число ударов у него 4500 в минуту, потребление воздуха 121 литр и рабочее давление 6,3 атмосферы. Значит, в комплекте, повторюсь, сам отбойный молоток, 4 насадки, масленка с маслом, пружина крепления, на это я сейчас все достану, и штуцер подключения к воздуху. Вот 4 такие небольшие насадочки, пика и вот такие вот зубила. Но их мне надо будет заточить, потому что приобретал я его для кузовного ремонта своего автомобиля, то есть конкретно срубать буду пороги. То есть поэтому сами насадки мне надо будет заточить. Так, значит, вот пружина и штуцер подключения к воздушной системе. Сейчас подсоединю штуцер и будем пробовать. Значит, резьба здесь хоть и коническая, но по отзывам недостаточно точно она сделана, поэтому пропускает. Буду сажать ее на фиксатор резьбы. Так, совсем немножко. Так, вот затянул штуцер, и пока он пару минут сохнет, также покажу инструкцию. Продавец положил в комплекте такая вот маленькая на 4 странички инструкция на русском языке. Довольно подробная. Также есть устройство этого пистолета, не знаю, видно, нет, вот так, наверное. То есть внутренняя составляющая, из чего он состоит. Такая достаточно подробная инструкция. Пистолет не обошелся в районе 1500 рублей. Это такая, не скажу, что самый дешевый, но и не самая дорогая ценовая категория. Для моих задач, я думаю, будет достаточно. Так, давайте сейчас установлю рабочий инструмент. Поставим вот этот, наверное. Таким вот образом он фиксируется. То есть в более дорогих моделях хвостовик здесь идет под шестигранник. Здесь же он проворачивается свободно. То есть, надеюсь, будет удобно работать. То есть вот рабочее положение. Для того, чтобы заменить насадку, надо каждый раз откручивать пружину. В принципе, не так часто я буду ее менять. Значит, обязательно перед применением капнуть немножко масла. Буквально несколько капель. Давайте сейчас подключу его к воздушной системе. В компрессоре у меня сейчас 8,5 атмосфер. Давление выставлено на 6. Вот давление в шланге. Давайте попробуем, как он работает. Как можете видеть, работает достаточно мощно. Не знаю, сейчас попробую взять какой-нибудь деревянный брусок. Так, вот, посмотрим здесь. Так что вот такой вот отбойный молоток. Давайте отложу его в сторону. Я думаю, для моих задач у него будет вполне достаточно. Так, и второе мое приобретение. Это такая вот шлифмашинка. По комплектации тоже давайте посмотрим.
Значит, шланг в комплекте. Чуть позже объясню для чего. Сама шлифмашинка. На липучке 125 диск. Значит, из чего она состоит? Кнопка включения, регулировка подачи воздуха. То есть, ну, фактически скорость и мощность шлифмашинки. Штуцер подключения к воздушной системе. Значит, ключик в комплекте для откручивания вот этого вот чашки, потому что чашки на ней меняются. Давайте вот попробуем открутить. Здесь в комплекте одна чашка. Ну, то есть, если надо на 150, то можно докупить отдельно. Стоят они в районе 300 рублей. Машинка стоит чуть дороже, чем сам отбойный молоток. Стоит она около 2000. Прокручивается. Сейчас посмотрим. Вот так вот она выглядит изнутри. Вот она, эта насадка. Вот эксцентрик. Значит, на глаз сразу скажу, что ход эксцентрика где-то миллиметров 5. Давайте зафиксируем. Так, в коробке также есть мешок для сбора пыли и инструкция. Инструкция довольно простая, но также все составляющие этой машинки под номерами. То есть можно, в принципе, разобрать так называемая взрыв-схема этой машинки. Так, но мешок мне пока не нужен. Также в комплекте, вот говорил, шланг. Это для подключения выхода. Ну, то есть выдувается в мешок. Так, секундочку, скорее всего. Да, правильно. Вот этот вот достаточно плотно одевается сюда конец шланга. Ну, а этот конец шланга сюда надевается мешок. Ну, то есть либо куда-то подключается к пылесосу. Такая вот конструкция. Давление воздуха в системе по-прежнему 6 атмосфер. Давайте попробуем подключить. Так, штуцер сразу правит. То есть надо его тоже посадить на фиксатор резьбы. Вот фиксатор резьбы высох. Также несколько капель масла перед применением. Кстати, в шлифовальную машинку производитель масла не положил. Какое масло, вот это вот, я не знаю. Если кто знает, можете написать в комментарии. Так я, конечно, посмотрю через интернет, какое масло используется вот в пневматических инструментах. Также вот здесь вот хочу обратить внимание, отверстие сделано что-то наподобие треугольника. По какой-то причине сделано, я тоже не в курсе. Липучки у меня еще, наждачная бумага на липучке еще в пути. Вот нашел я такой бэушный круг, ну как можете видеть, здесь отверстия, ну, то есть расположены по кругу. Как-то совмещать, то есть либо, может быть, есть такие сразу вот наждачная бумага на липучке именно вот с таким расположением отверстий, почему именно так сделано. Если кто-то знает, тоже можете написать в комментарии, я посмотрю. То есть и другие люди тоже будут в курсе. Вот так, ну вот, закрепил липучку. Пускай вот совпадут два отверстия, да, хотя бы. Значит, давление по-прежнему 6 атмосфер. Подключаю. Кстати, вот этот вот регулятор работает по принципу самоварного крана. То есть он не закручивается и выкручивается, а скорее всего вот здесь вот стоит стопорное колечко, и он скорее всего просто перекрывает отверстие. Ну давайте попробуем сначала в холостую. Наждачка уже бэушная, поэтому отлетает. Давайте попробую убавить.
Вот так мало. Да, вот так вот. Подержу рукой. Расход воздуха, сразу скажу, небольшой. То есть слышу по тому, как срабатывает у меня клапан в компрессоре. Вот, приготовил я здесь такой вот уголочек, он тоже ржавый, ну и наждачка, повторюсь, уже потрепанная, поэтому эффект будет не совсем правильный. Усилие достаточно сильное я прилагаю, и машинка не останавливается, то есть. Так что вот, в принципе, давайте сейчас попробую на полную включить. Обороты у меня, наверное, это как-то будет вот так. Вот из этого отверстия сразу выходит воздух, то есть, скорее всего, организовано так, что пыль засасывается через эти отверстия и будет выкидываться вот в этот шланг. В следующих видео буду ремонтировать пороги на своем автомобиле, поэтому использование этого инструмента вы увидите в полной мере. Ну а на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.